Всем привет! Приветствую вас на канале Совдекор. Сегодня научимся вязать вот такую подвесную корзиночку. Я связала мини-вариант. Размер у меня от центра до края 11 сантиметров. Аккуратные переходы научимся вязать. И вот такую красивую окантовку. Вязала я из шнура карамель. Вот его характеристики. Ушло у меня пол мотка. Шнур очень плотный, полиэфирный, без сердечника. Можно такой шнур заказать по ссылочке с 5% скидкой. Ссылка будет у меня под видео. И вязала я крючком номер 5. Итак, начинаем наш урок. Буду я вязать тоже из такого шнура, только цвет имбирь. Шнур карамель. Начинаем. Делаю кольцо. Вывожу петлю. И еще одну петлю. Делаю накид. Будем вязать столбиками с одним накидом. Провязываю сначала 2 петли, потом еще 2. Вот у нас получилось 2 столбика. И нам нужно провязать 12 столбиков с одним накидом. 3. 4. И так провязываем 12. Первый тоже считаем. Вяжем 12. Так, я провязала 12 петелек. Столбиков. Сейчас покажу, как я перейду на следующий ряд. Вот цепляем за вот эту перемычку. Вот тут у нас было 1, 2 петля. Так. Вводим петлю. Вытягиваем. И сейчас эту нижнюю беру. И вот так затягиваем. Сейчас я хочу затянуть хорошо вот это наше отверстие. Беру крючок меньшего размера. Вытягиваю между перемычками. И вот так по первому ряду за каждую перемычку я буду вытягивать шнур. И вот так вот затяну наше кольцо. Все, я затянула. Вот я уже приготовила ножницы, зажигалку. Пригодилась наша корзиночка. Отрезаю шнур. И немножко подпалю. Все. Беру крючок и начинаю вязать дальше. Так, как я вяжу следующий ряд? Я делаю петлю подъема, ой, не петлю подъема, а накид. Между столбиками вытягиваю петлю,
провязываю и петлю подъема. И вот у нас получился первый столбик с одним накидом. То есть это столбик не с одним накидом, а он типа столбика, да? Получилась имитация столбика с одним накидом. А сейчас мы уже вяжем сюда же второй столбик с накидом. Вот у нас получилось в одно отверстие 2 столбика. Итак, в каждое отверстие мы вяжем по 2 столбика с одним накидом. Сюда вяжем 2. Следующее. И так по всему кругу по 2 столбика в каждое отверстие. Так продолжаем до конца. Заканчиваю следующий ряд. Вот сюда еще провязываю 2. Всего у нас должно получиться 24 столбика. Так, провязала. И соединяем точно так же, как и предыдущий ряд. Вот вводим сюда крючок и вытягиваем петлю. Соединяем. И вяжем следующий ряд по принципу круга. Так, делаем опять накид. Провязываем 2 петли, петлю подъема. И сейчас уже в следующее вот это отверстие вяжем 2 столбика. Раз, два. И сейчас будем чередовать. 1 столбик, 2, 1, 2, 1, 2. 1. Следующие 2. И так вяжем до конца круга. Заканчиваю. Сюда провязываю еще 2 столбика. Начинала вот я с одного, значит я заканчиваю 2. Раз, два. Соединяю ряд. Получается вот такой ровный переход. Соединяю. И следующий ряд я вяжу только по одному столбику в каждое отверстие. То есть прибавок я уже не делаю. Ой. Так вяжу по одному столбику до конца ряда. Еще 1 столбик. Если вы хотите размер больше вашего лукошка,
то вот до этого ряда вы делаете дальше прибавки в рядах именно по принципу кругу. И делаете прибавки столько рядов, какой вы хотите размер. А потом уже перестаете их делать, потому что уже вот оно начинает тогда у нас сужаться. Соединяю ряд. Затягиваю. Накид. Провязываю столбик. И сюда я провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Получается 3 столбика в одну петлю. Вот так. И дальше вяжем по одному столбику. По одному столбику до конца ряда. Так, провязываю еще один столбик. Соединяю. Так, убежала ниточка. Сейчас вот сюда я опять 3 провяжу. Накид. 2 вместе. Петля подъема. И еще 2 столбика. Раз. 2. Сейчас я провяжу 10 столбиков по одному каждую петлю. Раз, 2. Короче, так вяжу 10. Так, я провязала 10. Здесь 3. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Сейчас я вот с этой стороны тоже отмерю, отсчитаю 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Вот, а на этом промежутке я уже буду делать убавки. Сейчас покажу как. Накид. Вытянули петлю, провязали только 2. Опять накид, в следующее отверстие вытягиваем петлю, провязали 2 петли, а теперь сразу 3. И так мы будем вязать до нашего маркера. Сейчас еще покажу. Провязали 2, накид, вытягиваем, провязали 2 и провязали 3. Вот такие убавочки делаем до нашего маркера. Так, еще делаю убавку одну. Так, маркер снимаем. И дальше уже вяжу до конца по одному столбику, как вязала и здесь. По одному столбику до конца. Вот довязала следующий ряд.
Очень плотная получается лукошко. Сейчас я сделаю обвязку и петельку. Сейчас соединять будем по-другому. Вывели петлю, соединили с этой петлей, петля подъема, и сюда я вяжу просто 2 столбика без накида. И у нас опять получилось 3 столбика в одну петлю. И начинаем делать нашу окантовочку. Провязываем столбик, потом берем наш шнур, вот так его под крючок вытянули и так вяжем дальше. Петлю, столбик без накида, шнур под крючок, вяжем дальше. Старайтесь, чтобы шнур аккуратно вот здесь у вас ровно лег, тогда у вас вот такие ровная будет окантовка. Вот так должно получиться. И так до конца нашей корзиночки. Так, еще 2 петельки осталось. Так, и еще. Теперь соединяю вот с этой петлей, вытянули, соединили. И я буду вязать вот этот хвостик. Я наберу 20 петелек. 1, 2, 3, 4. Наберу 20. Вот, набрала 20. Сейчас соединяю вот с этой петлей. Получился вот такой хвостик. И сейчас я еще сделаю обвязку. Так, сначала я делаю петлю подъема, а сейчас я обвяжу такими вот столбиками. Так, неважно, сколько тут будет петелек, сколько у вас получится, главное, чтобы она была вот такая плотная. Так, вяжем до конца. Вот, довязала до конца. Вот такая получается петля. И сейчас нам нужно вот так шнурочком обмотать ее. Сейчас мы закончим. Так, вытянули петельку. Берем наши ножнички. Вытягиваем. Формируем аккуратно нашу петлю.
Здесь вот шнур тоже можно аккуратно все это поправить. И аккуратненько не очень мне удобно. Вот так вот нашим шнуром как бы вот так вот перематываем так нашу ручку. Ну, уже на ту высоту, может, вот и достаточно. Так, потом берем крючок поменьше и с обратной стороны цепляем вот так на шнур и выводим вниз. И уже между нашими петлями мы его аккуратно прячем крючком или иголочкой вот так вот вдоль петелек, потом обрезаем, и наша корзиночка уже будет готова. Ну вот, я закончила корзинку. Вот здесь вот я обрезала, немножко подпалила, потом я спрячу там шнур аккуратно. Вот такие получились корзиночки, лукошки. Отлично, кстати, будут смотреться и из трикотажной пряжи. Ну, мне очень нравится. Надо еще третью связать. Ну что, ребята, надеюсь, урок вам был полезен. Такие лукошки, корзиночки пригодятся в хозяйстве, наверное, для всего. И в ванне, и на кухне, для каких-то мелочей. Если вам урок был полезен, жду от вас ваших пальчиков. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик уведомлений. Всем хорошего дня, до свидания.